что задержано? Помощи в ЗАГСе. Что имеете в виду под помощью ЗАГСа? Беспрепятственно пройти браки. Браки были формальные? Да. Между какими гражданами? Нелегал, мигрантами и гражданами России. За что задержаны сотрудниками полиции? Еще не брака. Браки были фиктивные? Ну да. За что задержаны сотрудниками полиции? За фиктивный брак. За что задержаны сотрудниками полиции? Задержан за фиктивный брак С кем? с иностранным. Задержаны сотрудниками полиции? За фиктивные браки Между какими гражданами? между иностранцами и гражданами Российской Федерации. Брак по расчету не редкость, но когда расчет – это обналичка с коррупцией, а чувства заменяются тарифами от 5 до 100 тысяч рублей, начинается уже не мелодрама, а уголовное дело. Сегодня мы расскажем о настоящем подпольном конвейере по легализации иностранных граждан, в котором участвовали сотрудники метрополитена, посредники и даже должностные лица ЗАГСа. На этот раз криминальный сюжет разворачивался между подмосковной Истрой, московским метрополитеном и ЗАГСами Калужской области. По данным МВД России, раскрыта крупная схема фиктивных браков, организованная 39-летним жителем Подмосковья. Он разработал схему, в которой иностранные граждане легализовались через фальшивые браки с гражданами Российской Федерации, а официальный штамп в паспорте ставился за взятку. Рекрутинг клиентов. Раздача листовок в метро Москвы – обычный способ для рекламы, но в этих листовках предлагали не скидки и не доставку еды, а возможность быстро оформить брак с гражданином Российской Федерации для легализации. Основной целевой аудиторией были приезжие из стран ближнего зарубежья. Поиск пары. Параллельно сообщники искали граждан России, готовых сыграть роль супругов. За участие в фиктивном браке им предлагали от 5 до 10 тысяч рублей. Регистрация через подкуп. Поддельные пары направлялись в отдел ЛЗАГСа. Там за отдельную плату должностные лица регистрировали браки, не задавая лишних вопросов. Все было готово: документы, анкеты, даже свидетели. Иногда жених и невеста впервые виделись прямо в ЗАГСе. Каждый брак приносил организаторам от 50 до 100 тысяч рублей. Деньги распределялись между всеми участниками схемы, от листовочников до работников госструктуры. Сейчас официально установлено более 30 эпизодов. Но, как часто бывает в таких делах, это может быть только верхушка айсберга. Задержаны 12 человек, включая организатора и 3 сотрудников ЗАГСа. На обысках изъяты копии свидетельств о браке, банковские карты, крупные суммы наличных, документы, удостоверяющие фиктивные союзы. 8 участников арестованы, остальные под подпиской или домашним арестом. Статья 322.1, часть 3 УК РФ. Это организация незаконной миграции. Если в деле участвует группа по предварительному сговору и все это поставлено на поток, наказание может быть серьезным – до 7 лет лишения свободы, с ограничениями по работе в государственных структурах. Похожие схемы, они как вирус. Это не первый случай и не редкость. Краснодар 22 года. Разоблачение конторы по бракам с патентом. Более 40 эпизодов. Санкт-Петербург 21 год. Фиктивные браки заключались прямо на дому, через подставных сотрудников ЗАГСа. Москва 20 год. Услуга по фиктивному браку стоила от 80 до 120 тысяч рублей. Работали через чат-бот. Схемы похожи. Иностранцы, клиенты, россияне, формальные супруги. Чиновники за деньги закрывают глаза. Почему это работает? Потому что фиктивный брак – это формально легальный документ, который дает иностранцу право получить РВП или ВНЖ, оформить регистрацию, устроиться на работу, остаться в стране без выезда на 3 года и более. Если не проверять реальность отношений, это окно для нелегальной миграции. Вопросы, которые возникают к системе. Как долго это происходило безнаказанно? Почему сотрудники ЗАГСа не проверялись службой внутренней безопасности? И как много таких пар уже успели оформить право на гражданство?
Любовь с первого взгляда это, конечно же, красиво. Но когда любовь оформляется в подвале за наличку, это уже уголовная статья. Следствие продолжается. Но ясно одно. Фиктивный штамп теперь может стоить реального срока. Москва, Калуга, Истра. Фиктивные чувства, настоящая ответственность.